Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 41-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл только один квест, это «Каратель», часть 5 для прапора, по которому в паке и шлеме 6Б47 необходимо было убивать ЧВК. Выпуск поддержали финансово Санитар, Фред, Ами, Пожилой Паукан, Ацтек, Штуша Кутуша, Шмидт, Маркенштейн, Колясик, Белевер ин Гад, Доктор Хирург, Буревестник и Антон Палыч. Нереально большие суммы. Спасибо огромное всем. На днях даже Доналерт заподозрили неладное и блокнули вывод средств, но в ТП быстро отреагировали, слава богу, все окей. Благодарю за доброе слово и бешеную поддержку. Будьте здоровы. Шлем мог не надеть на ЧВК, чтобы не было перегруза, так как при нем не прокачивается навык выносливость. Квесты и лутание Дикого пока отложил до следующего вайпа, а там посмотрим. Привет славному Томску, со стороны виднее, браток. А вообще от ситуации зависит, сольным, хатром или марным быть. Спасибо отдельное за 5 кусков, да еще и с закрытой комиссией. От Шмидта Винторезу привет, Нижний Новгород привет, Питеру привет, спасибо большое, хирург. Стримить Тарков, но не мое, ну прям вообще не мое, брат. У меня и так выпуски как стримы, только с вырезками незначительных моментов. Всем приятного просмотра. Ого, что-то прапор там притаранил мне. Паки я выбрасывать или продавать там не буду, я их променю в хозяйстве. Там в убежище можно будет кое-какие тряпки варить из них. Во, смотри, куда мы их применим. Одна пака нужна и мультитул, который уже имеется, но как инструмент используется, то есть он не пропадает потом. И за это добро мы арамидные ткани 2 штуки сварим. Нормально же. У скупщика легенький квест найти за один рейд предметы категории электроника. 8 штук надо будет найти и получим плюс 0,02 лояльности. Лыжник прям просит, говорит, ну пожалуйста, ну в лес, ну 3 раза там выжить, ё-моё, 5000 дам опыта, говорит. Ну раз такая возня пошла, значит расхлебывать ее надо будет Дикому. Разминочно, познавательный, торгово-развлекательный рейд будет у нас за Дикого на развязку. О. Здравствуйте, 22 минуты. Ничего себе тут. Доброта-то какая, доброта. Возможно, тут будет кипиш на хавчике. За хавчик Рубилова, скорее всего, будет, поэтому мы... А, тут уже двери открыты. Но надеюсь, что какой-нибудь хлам типа проводочков или там конденсаторов в принципе никому не нужен. Поехали. Работаем, пацаны. О, ни хрена себе, П-22, тут всякое добро. Так. Ничего себе, 2 предмета есть. Я бы хотел П-22 вынести, на самом деле. 3 предмета есть. Осталось 5. Нет предметов. Так. Есть. 4 предмета. Ну вот, пол. Дейлика в одной комнате уже забабахали. Есть еще парочка. Это получается 6. Нормально, ё-моё. 7. Ух. Прям вот одного не хватило. Одновошеньки. Одновошка. Ё-моё, а где там можно электронику где-нибудь пофармить? Можно. Если осторожно. Можно попробовать. Не совсем совместимы эти 2 понятия. Бешенство нашел какое-то. Что ты притворяешься? Двери нараспашку прям. Так, тут, конечно, электроники нет.
Тут могут быть другие, не менее интересные предметы. Например... Ничего, так и думал. Сейчас мы тогда быстренько в эту самую заглянем. Одним глазком, одним глазком. Тут бывает что? Нет, по-моему. Вообще не очень хотелось, конечно, в эту сторону. Но ничего. Так. Ух, мать. ДТК первый. Направляшка. Ё-моё, тут. Красота-то какая. Ну все, давай предметы, я пошел. Понял? Понял. О, наконец-то. Так, есть СПУ. Что мы можем кикнуть напримерично? Напримерично, одна ячейка нужна. Да ладно, это ДТКП стоит там. Все, ничего больше смотреть, лутать не буду. Я пришел чисто за дейликом. Чисто конкретно. Чисто конкретно в сторону МЧ сейчас двинем тогда. В сторону выхода. 8 предметов электроники у меня имеется. Значит, поднять паруса и полный вперед на выход. Ага. А это свои. Еще в комментариях писали, не знаю, насколько это правда, не проверял, и проверять не собираюсь. Говорят, что карма не портится у дикарей. Вот мы и дома. По чуть-чуть что. Все, хорош. Дейлик. Туда его. What the hell? Как это потеряно соединение с сервером? Вы шо, Тарков? Почему? Тарков, ты раздеваешься надо мной, что ли? Фу, все нормально, оказывается. Я что-то не понял, что произошло. О, дейлик для скупщика готов. И это все добро, причем не надо будет ему передавать. Это все мы можем либо использовать, либо продать. Хотя там ничего особо ценного и нет. Собрался в лес, пойду с болтовкой М700. Буду добивать навык владения снайперскими винтовками. Плюс у меня там дейлик есть по выходу с леса. Чисто в сторону выхода. И попутно, если будут дикие, их стреляем. О! День-деньской. Иди со живой. Так. Такая тема, значит, да? Значит, раз уж мы тут наспавнились в стороне антенны, что-то какие-то откидывания, фризы, что-то происходит с серверами недоброе. Вообще недоброе ни разу. Или у меня опять что-то с сетью. Ну ладно. Так, мы находимся примерно на антенне. Вон у нас сотовая вышка, базовая станция. Доходим до нее. Проходим мимо. Хотя нет, не совсем так. Не совсем мимо. Чик, вот так делаем. Хитрый маневр. Понял.
Так, что-то фрезануло, я так полагаю, что дикие, да? Да. Ух. Ты видел, какая задержка противная? Я, пожалуй, возьму дробаш на случай вот такой вот. Да. Да. Серебро там лежит. Но нам серебро не надо. Почему я здесь? Да потому что чайник нужен. Не то чтобы я намеренно за чайником буду гоняться. Тут это есть. Вон он, упырь! Что ты орешь? Давай, мочи! Вот он! Попал? Ай. Чё заткнулся, блядь? Страшно, да? Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну! Ублюдок, анонист чертов! Будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю семью! Говно собачье, жлоб вонючий! Дерьмо, сука, падла, иди сюда! Так и запишем. Ну ты, конечно, излил душу. Со всей силы рассказывал. А кровище-то. Ну надо мне ветку пришивать по-любому, потому что у меня же оптика, все дела. Сейчас поспокойнее местечко найдем, какое-нибудь, а не вот это вот все. Обзывают, оскорбляют. Любимая игра, заходишь. Красивый, счастливый. Довольный. Самогонятина. Аленушка. Вот тут тебя туда-сюда. А у нас с голодом все же остается без изменений пока место, по крайней мере. Тут топливо бывает. Правда, крайне редко, но бывает. Золотая цепь. Сухое горючее. ПСки. А чё я мешок не взял? Блин, хотел же еще взять, что-то вылетело из головы. Воды. По какой? Давай по левой, наверное, стороне. Блин, или по правой пройтись. Нет, давай все-таки по левой стороне пройдемся. Еще где-нибудь в зеленке засяду. Залягу. О, вот здесь сейчас быстренько пришьюсь. Тут там руку оторвало мне. Подлечиться бы не мешало. Опачки. Все, как новенький. Словно бы ничего и не было. А где тут может быть чайник? По-моему, вот... А, да, здесь конява, но чайника не имеется. Да и места у меня немного, да? Получается.
3 ячейки. Ну, как раз для чайника. Чайник. Чайник. Я тебя ищу. О! Да ты мой хороший, красивый мой, счастливый, антикварный. Антикварный чайник я нашел. Бежим в сторону машины. Поеду домой. Домой. А выход на мосту еще работает. Подтек опять. Ну чё, будем надеяться, что там засады никакой не будет, ни на кого не наткнемся. Мне бы вынести чайник по-хорошему. Это целый квест, ни много ни мало. Сейчас еще можно будет отсюда в оптику глянуть. Дикарей. Через очечи авиаторы. Бон аппетит. Нормально, нормально. Есть, еще парочку зацепил. Ну, не для того, чтобы там застрелить их, а для того, чтобы как бы пофармить. Но я в голову стрелял, чтобы наверняка. А то мало ли, что у них там на уме. Прибегут, еще застрелят. Все, я домой. Да еще и антикварный чайник домой везу. 12 минут из точки А в точку Б, можно сказать, из-под бункера до машины на мосту. Попутно нашел чайник, немного лута и пострелял по диким. То, что надо, в общем. Ну что хорошего там и сделали. Получается, чайник антикварный вынесли. Это позволит нам сейчас закрыть красиво «Жить не запретишь» часть. Вторая квест для барахольщика, потому что все оставшиеся предметы я уже передал. Навык владения снайперскими винтовками близится уже к выполнению. До 3-го уровня осталось всего ничего, 1,7 получается. Значит, давай в лесок за ЧВК, достреливаем квест «Тарковский стрелок» и валим домой. Мне надо вообще, по идее, 3 раза выйти с леса. Ну посмотрим, если сейчас удастся выйти, то и 3-й раз быстренько забежим. Понеслась душа в рай. Я на доме диких. Вон он, фургон стоит. Пикап, точнее. Это выход окраина. А это значит что? Пацаны. Это значит, можно будет штурмана глянуть. На лесопил. Ой, что это под фрезования такие, а? Вот у меня в параллельную какую-то эту вселенную, мать ее, подкидывает. А может быть, мы сначала тут диких попробуем накошмарить все-таки, а? Чтобы хотя бы за тарковского стрелка не переживать уже. Я думаю, что идея блестящая, просто блестящая.
Ну, естественно, когда мне нужны быстрых диких я в жизни не найду. Хотя тут, блин, такая хорошая, удобная позиция, да? И по конечностям пострелять можно, и туда, и сюда. Хотелось бы все-таки на открытой поляне поделать этот квест, чтобы... Ну, сами понимаете, с болтовкой на ближнюю дистанцию. О, есть. Побежали, побежали, красавчики. Попал, не попал? Попал. Пойдет. Ой, отлично. Все, пацаны. Один дикий. Цена вопроса один дикий всего. Ну, правда, я несколько раз специально попадал по нему. Зашибись. Нифига себе, попутно получилось еще и тарковского стрелка сейчас закрыть. Выживание, выход с локации не обязательны, поэтому смело идем. Не опасаясь за свою жизнь. Посмотрим тут во временке, что накидать, если есть. В карманы накидаем. Глянем штурмана и домой. Нет. Я понимаю, что надо будет качать его там до 6-го, что ли, уровня вручную. Этот навык владения, я имею в виду. Ну, хотя бы на ближайшее время у меня А, капец, все служивые! будут Пацаны, да он там совсем ёбу дал! доступны Валить надо его! другие эти тарковские стрелки, квесты. Вот для чего вся эта возня. Валить надо, а сам свалил. А, чё я его? Надо было его застрелить, я что-то... Он же мне потом в спину может прийти, когда я начну стрелять же этого штурмана самого. Давай посмотрим в СРФ, работает ли выход или нет. Увижу я отсюда его. А, не увижу, да? Как раз за вот этим камнем. Ладно. Вот отсюда чуть левее, если возьмем. Отсюда увижу. Да, работает. Я вижу там. Зеленый флаер горит. Сухарики. Ну, заберем, если вдруг вынесем. Потом пиво варить будем. В убежище. Ну чё, значит... Блин, а рейды-то какие спокойные. Прям кайф, благодать. Делай, квесты не хочу.
Не понял. Только что здесь был и раз. Жух, и исчез. Сейчас вокруг да около осмотримся. Ну, вроде дикие не такие безумные стали. Вроде подуспокоились, да, такое впечатление, ощущение? Хотя ивент еще продолжается. Пока не вижу. О! Блин. Вон он, сука! Тормози. Чё, обосрался? В спине, в общем, дикий. Нет, получается, здесь. Либо он на 1, 2, 3, либо нету его здесь. Ладно тогда. Пойдем тогда в сторону выхода. Постараюсь выскочить на ВСРФ в выходе. На блокпосту ВСРФ. Надо же, даже снайпер еще живой. Бум, чакалака. Я думаю, можно. Если был здесь штурман со своей свитой, он бы как пить дать мне не дал, так вальяжно тут ходить с стороны в сторону и стрелять. Вон он, сука! Нет, 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 нет. Твою мать. Пацаны, не надо. Да ты чё там пиздишь? Не надо. Гни... Так я же... Я здесь сроду вообще не видел, чтоб дикие внизу здесь стерлись. Видел свиту, но чтоб дикие обычные. Я не знаю, не подспавнились, что ли, получается. Видимо, челоботы появились на карте. Уф, нервишки пощекотала, конечно, ситуация. Дикий с дробовиком в упор на тебя выходит. Это весело. Все, нормуль.
ПСТхи. ПСТхи. Отпустите домой, пожалуйста. Странно, что здесь вообще ничего нет. Скорее всего, лутано. Лады. Идем в сторону ВСРФ. Там еще пару-тройку ящиков. Глянем. Вот тут можно вкусняхи запросто найти. Смачные тут бывают предметы. Да. Ну, либо так бывает тоже. Подождите, подождите. Я хочу еще ящик глянуть. Успел. Около 14 минут, 2400 опыта, чуток задержался там, пока штурман осмотрел, но в принципе можно сказать, что довольно быстрый рейд. Достиг я наконец-то 3-го уровня владения снайперскими винтовками, и поэтому Тарковский стрелок часть 4, квест мы закрываем. Тарковский стрелок часть 5. Убить диких на таможне в период с 21 до 5 утра, используя болтовые винтовки. 8 штук надо настрелять. Давай снова за ЧВК в лес, постараюсь быстренько, потому что задача просто выжить на локации. За выживание выполнится Daily Quest. Daily Quest даст мне 5000 там плюс опыта, а этого достаточно, чтобы вкачать 37 уровень персонажа, а этого достаточно, чтобы открыть коронный уровень миротворца, а этого достаточно, чтобы купить у него РСАС, а этого достаточно, чтобы закрыть оружейник, часть 6, по-моему, а этого достаточно, чтобы там 7, 8, 9, 10, все полетит. У меня на РСАСе просто остановился прогресс на выполнение этих квестов оружейник. Ох, блин. А, выход на мосту ближайший. Ну, спаун, конечно, такой себе. Ну и ладно. Главное зарядить волыну. А дальше все пойдет само собой. Опять этот фриз дичайший. Скорее всего, это подгружаются дикие, да? Или не знаю, что-то в этом духе. Но фризит так добротно. В общем, прямиком через зеленку постараюсь быстренько выскочить на коттедже. А, там же кто-то стреляет. Ладно, главное, чтобы они мне машину не угнали там. А стреляться пусть стреляются. Вот тут аккуратно по левой стороне бы я пошел, минуя места интереса и лутания, чтобы никому не мешать и мне никто не мешал. Если получится, сейчас коттеджи по левой стороне обогну. Надо будет дикого стрельнуть или кого-нибудь, чтобы статус у меня не пробежка был, да? Или лутануть вот этот ближайший коттедж. Хотя я готов поспорить, что хоть один дикий должен появиться. Может быть, чтобы их вообще не было. Хотя может, вру. Бывало такое. А вот он идет.
Так, чисто одну хату гляну. Наличие добришка. Чистоган. Блин, тело бы глянуть. Для опыта. Ну там, зараза, такая открытая эта поляна. Ну, ладно, давай. А нет. Неспокойно. Хотел сказать, вроде спокойно. Ну да, стреляли же до этого, Диса, что ты? Ты же понимал, что здесь кто-то есть. Я здесь по дереву топаю, очевидно, что прекрасно все слышно в соседнем доме. Стоит ли пробовать? Конечно, стоит. Иначе мне придется бежать, черт знает куда. Я думаю, что в любом случае они пришли сюда не для того, чтобы просто уехать. Хотя фиг его знает, я-то пришел именно для этого. Ну и к тому, что, возможно, будут пока лутать, осматриваться, увидят труп, скажут: опа, тут кто-то есть. Давай посидим, пособираем инфу. Это как один из вариантов развития событий. Ну и второй вариант, сейчас они увидят таймер и скажут: о, там кто-то на машине пытается уехать, давай его заварим. Стреляться не хотелось бы, слишком велика цена выживания этого. Велика цена. Ну, вы видели. Он как раз возле трупа, а у меня как раз время отъезжать. Да все нормально. Быстрый рейд, статус выжил, все как мне и надо было. Итак, дейли к лыжнику мы закрываем, получаем опыт и подзадача для идеального и подзадача для квеста идеальный переговорщик выполнена. Это значит, что миротворец у нас с максимального коронного уровня теперь. Вот чего я ждал, вот к чему я стремился. Винтовка R11 Терсас теперь у меня просто-напросто в прямой продаже у миротворца. И сейчас будем заниматься оружейником. Только рабочее пространство сейчас в схроне подготовлю там. Бардак у меня. В общем, поехали. Оружейник, часть 6. Еще один, говорят, заказ. Теперь R11 Терсас. Нужна с прицельной дальностью больше. 1500, по весу 6,7 кг или меньше, с глушителем, эргономикой больше 26 и суммой отдач меньше 300.
Желтая галочка на Эрсасе говорит о том, что можно его сдавать. Все параметры соблюдены, все условия выполнены. Значит, Эрсас уходит в механику, а мы закрываем оружейник, часть 6. Дальше оружейник, часть 7. Нужно модифицировать Ремингтон, модель 870. Говорит, укомплектован, чтобы был тактическим блоком, цевьем Макпул Моя и тактической рукояткой, эргономика выше 60 и сумма отдач меньше 500. Готово, 870 тоже собрали. Можно тоже сдавать по квесту. Вот это мы, конечно, сейчас опыта подфармим, так подфармим. Есть, готово. Оружейник 7 закрыли. Оружейник, часть 8. АКМ необходимо собрать, пронести, говорит, с ручкой Fortis Shift, глушителем, магазином Макпул на 30. Эргономика нужна выше 40, сумма отдач 350 и прицельная дальность 800 и выше. АКМ готов. Желтая галка имеется. Все, значит, собрали мы как положено. Вот такой красавец мы сдаем по квесту. АКМ уходит у нас в механику по оружейнику 8, а нам уходит пару монет биткоина и куча опыта. Оружейник, часть 9, требует модификации АК-74Н, но предлагаю делать постепенно оружейника, чтобы не упарываться в одном выпуске, потому что не всем эта тема интересна и не для всех она актуальна. Дикие в аккурат прискакали, за 95 тысяч, которых я отправлял, притаранили тут кое-что по мелочи, но у меня есть бутылка самогона, которую я в рейде нашел, давай за нее и отправим, посмотрим, что они за самогон мне притаранят. На сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился, благодарю за поддержку, пальцы вверх, добрые отзывы. Сегодня, я считаю, получился добротный денек такой по прогрессу. Всем приятной игры, хорошего настроения, увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.